Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео хочу немного рассказать вам про выбор SSD и поделиться немного опытом эксплуатации своего SSD-диска от компании ADATA, который у меня уже где-то 4 года. Также мы посмотрим на тесты работы SSD-дисков через SATA и через M2, чтобы вы могли понять, какой будет прирост от M2 слота. Ну а перед тем, как мы перейдем к выбору SSD-накопителей, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И первым делом хочется поговорить именно про разницу между SATA и M2. Если вы еще не знаете, то твердотельные накопители с интерфейсом SATA это просто обычные SSD, которые подключаются и работают как обычный жесткий диск. А накопители M2 это такая маленькая платка, которая вставляется в материнскую плату и работает напрямую с процессором. Разница между такими SSD лишь в том, что SATA работает через материнку, а M2 соответственно работает напрямую с процом. Отсюда и большая скорость обмена данными. Но давайте просто взглянем на тесты, чтобы вы поняли, каким именно будет прирост при покупке SSD с разъемом M2. Например, разница в загрузке винды составляет всего 0,3 секунды, а Metro исход с более быстрым M2 SSD загрузилась на 0,9 секунды быстрее. Как видите, особой разницы в скорости практически нету. Как нет разницы и в цене в целом. Примерно оба вида SSD дисков стоят одинаково, и если вы возьмете обычный SATA, то вы точно многого не потеряете. Но по характеристикам скорость у накопителей M2 намного быстрее. К примеру, самый дешевый SSD на 120 гигов имеет скорость чтения в 3 раза больше, чем обычный SATA. Такая скорость может пригодиться для каких-то рабочих задач, но как видите, для обычного игрового ПК пока что она избыточна. Также при выборе M2 SSD стоит смотреть на совместимость с вашей материнкой. Ну а когда вы уже определитесь, какой именно SSD вы хотите взять, то вы непременно пойдете в магазин и увидите целую кучу различных SSD-шников. А вот как его правильно выбрать, я вам сейчас и расскажу. Первым делом вам надо обратить внимание на скорость чтения и записи конкретного SSD. Как видите, в моем примере у первого жесткого диска скорость чтения немного выше, чем у схожего с ним по цене второго. Так что первый SSD-диск будет более лучшим приобретением, чем второй. Но также не стоит забывать и про скорость записи. Иногда этот показатель может быть очень низким, и в таком случае лучше присмотреться к другой модели. Плюс немаловажным показателем является ТБВ, но на некоторых SSD-дисках он попросту не указывается. Это показатель надежности SSD-диска до ориентировочного времени его смерти. Например, накопитель ADATA имеет ТБВ 70 терабайт. То есть примерно через 70 терабайт перезаписи ресурс этого диска закончится и он выйдет из строя. Но если посмотреть на это число и на объем накопителя в 120 гигабайт, то в целом ничего страшного в нем нету, так как вряд ли вы каждый день будете его форматировать и записывать по новой. Но иногда бывают и диски с большим объемом и малым значением ТБВ. Вот такой диск уже лучше не стоит покупать, хотя если вы не любитель постоянно что-то стирать и качать снова, то даже он вам сможет прослужить очень долго. Ну и стоит немного отметить фирмы, которые пользуются большой популярностью. В основном это ADATA, Patriot и Western Digital, так как самые простые SSD от этих фирм имеют не самую плохую скорость и продолжительный запас жизни. Ну а главное, что они стоят недорого. Также я оставил для вас в закрепленном комментарии ссылки на самые популярные модели от этих производителей. По ним вы сможете выбрать себе SSD в зависимости от нужного вам объема. Ну а мне хочется немного развеять мифы, которые до сих пор активно ходят по интернету. Многие говорят, что диски ADATA полное фуфло и брать их не стоит. Кто-то говорит, что дешевые патриоты быстро умирают, а кто-то и вовсе считает, что через месяц его SSD умрет, так как они вообще долго не живут. Конечно, случаи брака случаются, но для этого и существует гарантия. Но некоторые этого не понимают и продолжают кричать во все горло, что SSD брать нет смысла. В общем, чтобы вы не забивали себе голову этим шлаком, я покажу вам наглядно свой SSD ADATA SP550, который я покупал примерно 4 года назад. Все эти 4 года на этот SSD ставилась куча игр и переустанавливалась винда пару раз в год. Плюс ко всему на нем постоянно находился файл подкачки, что тоже является неким мифом в интернете, что файл подкачки нельзя ставить на SSD. Так вот, за все эти 4 года использования мой SSD израсходовал всего 18% своего здоровья, если верить программе Hard Disk Sentinel. Так что если вы используете ваш SSD для игр или файла подкачки, а не гоните через него данные сутками, то он спокойно прослужит вам очень долго. Также скорость у моего SSD осталась точно такой же, как и была при покупке, 550 на чтение и 400 на запись. Но запись раньше в SSD была чуть медленнее, чем сейчас, отсюда и такой маленький показатель. И вот спустя 4 года этот SSD до сих пор работает и явно не собирается на тот свет. Хотя это самая дешевая ADATA, которую я покупал за 3000 рублей. И на тот момент это было очень дешево. В общем, самое главное, что нужно знать при выборе SSD, я вам рассказал. Всегда смотрите на характеристики и не берите, что попало.
Ну а я хочу напомнить вам, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях под видео или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!